Привет. Привет. Привет, привет. Все семейство в сборе у вас, да? Все, некоторые еще спят. Да? Некоторые еще спят. Ну что, вы готовы прокачать вашу спальню? Да! Ну что, есть что-нибудь тут новенькое у тебя? Я вот вижу диванчик у тебя. Я его обшила. Эта зона, Пледом кстати, языке. поменялась, по-моему. Здесь у нас просто перекрасилась тумба. Она была Золотой белого стала. цвета, стала золотой. И появились цветы вот над этой барной стойкой. В принципе, больше ничего. Ну, поехали дальше. Показывай, где все-таки что-то поменялось. А здесь у нас офигенная сейчас черная лестница. Она такая матовая, как будто бы бархатная. Фанерная лестница. Просто покрасили фанеру краской. Мы демонтировали перила, которые здесь были. И вместо них появились вот такие вот шнуры. Сколько стоит шнур? 50 метров стоит 300 рублей. Четко. Период 300 рублей. Здесь детский этаж, и у нас комнаты девочек были раньше разные. Решили, что они должны быть одинаковыми, То есть девочки- просто зеркальные. Здесь живет Ева, А вот здесь Ева, здесь Сонечка живет, да. Соня. И Соня захотела так Такую же, же как у Евы. комнату, как у Евы. Но смотри, вот вроде как будто бы то же самое, но они немножечко все равно отличаются. Занавески распустил, полки появились, и вот все чуть-чуть иначе. Ну да, пойдем все-таки на третий этаж, потому что на третьем этаже будет все и происходить. Такие же перила. Перила прикольные, за 300 рублей особенно вообще топчик. Вот здесь уже ничего не поменялось, ждало нас. На самом деле здесь практически все и готово. И если честно, то не хочется ничего менять, да? Ну, Мне Света все равно такая говорит, что, блин, вот не знаю даже, вроде и так классно, что-нибудь ставишь и сразу хочется убрать. Но здесь у нас, вот пойдем со мной сюда, здесь у нас много очень места свободного, вообще никуда не используется. Здесь-то предполагался стол рабочий для Светы и там зону хранения, и как-то чуть-чуть разбавить. Хочется ничего сильно не менять, чуть-чуть буквально добавить функционала и все. Но первым делом бросается в глаза, что нет в кровати. Матрас стоит на полу и очень хочется поставить какую-то кровать. Кровать мы будем делать стандартным светиным способом. Из того, что было, то и налепим. Поехали. Когда кровать сделаем, все остальное можно будет просто наставить снаружи. Кровать будет необычная. Сейчас поедем на строительный рынок, и я покажу, из чего мы ее будем делать. А вас кто-нибудь узнает тут в поселке? Нас знают тут все. Вам это вообще. ой, Светлана, здравствуйте. Ой, Светлана, здравствуйте. Реально все знают. А они что, кстати, говорят? Вот смотрели вас, что говорят? Говорят, что, ну, они вживую ничего не видели, одна только у нас видела. Они говорят, что, конечно, вообще очень нестандартно у вас. Вот эти вот брусья, 6 самых красивых штучек нам нужно для кровати. Сейчас погрузим, я покажу, что будем дальше делать. Сейчас эти брусья нужно будет отвезти на распилку и там уже попилить по нашей раскройке. Не только, конечно, дизайнеры, значит, за компом сидят, еще приходится работать иногда. Это у нас брусья сосны, она легкая, поэтому мы могли ее по одному таскать. И она еще и не просушена, она стояла прям просто на улице, распилили на улице и принесли сюда. Буквально вот 2 дня стоит дома в теплое помещение, и она уже начинает растрескиваться. Вот видите, уже появились вот такие вот трещины. Трещины еще появятся, рельеф станет еще красивее. На лесопилке нам не очень ровно отрезали, вот видите, поэтому нам нужно будет зашкурить вот этот вот весь край, чтобы потом дети не нахватали заусенцев.
Покрывать основание будем лазурью. Она просто идеальная. Она, во-первых, на водной основе, во-вторых, она абсолютно не пахнет. То есть можно спокойно покрасить в помещении, в котором находятся люди, дети, животные, собаки и так далее. Нам важно это основание покрасить в цвет потолка. Но прокрашивать всю кровать нет никакого смысла, поэтому прокрашивать мы будем только те зоны, которые будут визуально видны. Чтобы не поцарапать пол, мы решили приклеить к балкам вот такие вот войлочные кружочки. Металлические пластины мы будем использовать для того, чтобы скреплять между собой эти балки. Сейчас мы вот эти металлические пластины будем класть сверху и на обычные саморезы будем ее прикручивать. Чтобы матрас не скользил, будем использовать подложку, которую используют обычно для ковров. Нужно немного разбавить стерильный лофтовый интерьер. Сюда хорошо подходит балийская тема с декором из экологически чистых материалов. Поэтому мы добавили весь декор, мягкую мебель и светильники из Laridut. Это интернет-магазин с мебелью и декором в классическом, винтажном, скандинавском и лофтовом стиле. Ну что, наконец-то мы закончили эту мансарду-спальню. Как тебе, Света? Получилось просто круто. У меня наконец-таки появилось рабочее место, чему я безмерно просто рада. У нас здесь было просто свободное место, ничего здесь не было, и теперь Света наконец-то может работать. Здесь будет стоять машинка. Здесь я буду кроить и шить сэмплы для проекта, для своего. Для вот этой вот машинки и работы у нас здесь стоит невероятно красивейший стол. Нам его сделали на заказ ребята из Woodcraft. Это горный карагач из Ростова приехал к нам. Очень красивая текстура. Ребята заморочились и нашли классный слэб. И посмотрите, они тоже заморочились снизу еще. Поставили вот эти ножки. Ножки причем очень красивые получились. И они цельные. Они вот через весь стол идут. Через каждые там 20-30 сантиметров прикручен слэб, чтобы его не вело, потому что это все-таки дерево, если будет перепад влажности, его поведет. Так конструкция очень стабильная получилась. Если кому нужен такой стол, ссылочку я оставлю в описании. А дальше у нас здесь все это рабочая зона. Да, она получилась большой и вместительной, и самое главное, она скрыта от посторонних глаз. Вот у нас здесь слева, прям вот за стенкой, стоят вот эти вот все рабочие образцы Светы. Она вот это вот всякие такие штуки шьет. Когда ей надо, она может вытаскивать. Когда не надо, просто поставила это туда. же удобно. Фишка-то какая? Это же не просто рабочий кабинет, да, это еще и спальня. Идея была в том, чтобы со спальни не видно было работу. И все, что грязное, все, что будет там навалено, Это важно. все будет спрятано вот сюда. И не только работу, здесь еще у нас столик. Туалетный столик, он так спонтанно образовался. Здесь классное зеркало, здесь можно поставить там парфюм, какие-то украшения. Вот я в процессе создания уюта здесь, на этой полочке. А вот эта зона получилась такой читальной. Ты вообще читаешь? Да, я люблю читать. Здесь у нас стало кресло от Laridut, столик от Laridut. Ну и вообще все практически в это помещение мы приобрели в Laridut. Все там полочки, декор, кресла. А вот здесь, смотрите,
под столом вот такой вот красивый большой ковер. Ковер не просто так здесь стоит, он заполняет большое пространство, потому что у нас достаточно такой глянцевый пол, наливной покрашенный, и мы его специально утеплили большим таким вот предметом, потому что сам стол, он хоть и большой, но он все равно не настолько огромный, чтобы заполнить пространство. Стало очень уютно, потому что ковер прям сам по себе мягкий, он шерстяной, прям просто кайфово находиться, стоять, ходить по нему. Я надеюсь, будет продуктивно здесь работать Света. Я уверена просто, на 100%. Но я не знаю, на самом деле, как можно работать, когда у тебя рядом стоит такая кровать, да, а еще и ванна рядом, да, такая. То есть ты такой сидишь, значит, за столом и думаешь, работать или спать. Или спать, да. Кровать эту мы сделали по эскизам Светы. Она вот очень много сидела в Пинтересте и нашла себе кровать. Визуализировала и навизуализировала такую кровать. Здесь есть трещины. Это так классно смотрится. И они везде. Они вот сверху, они вот здесь, у спилов. В общем, этого эффекта я как раз и хотела добиться, чтобы это было как будто бы состаренное такое дерево. Само дерево тоже подсохло и стало неровным. Прям вот то, что нужно было, вот эта балийская тема. Да. Ну и по цвету очень гармонично подходит к потолку, потому что краска та же самая. Вообще, здесь, видите, вот есть такой выступ, и на него можно садиться. Ну, продемонстрирую, Свет, как можно сесть. Света переживала и хотела без выступа. Но я переживала, что вот этот выступ съест пространство, и до ванны будет ходить очень сложно, Но когда сделали без выступа эту кровать... Все это скрылось за покрывалом, и ничего этого не видно было. Да, конечно же, матрас поднялся, но эффекта того не было. Поэтому вот прям на живое мы просто добавили сюда еще 2 балки. Вся кровать выдвинулась на эти 2 балочки, и теперь появилось такое место для сидения. Здесь 30 сантиметров. 30 сантиметров. Здесь можно сидеть детям, им проще спускаться вот так вот вниз. Кровать получилась реально красивой и супер недорогой. Ее сделали просто вот из того, что было. Просто из палок. Мы оставим ссылочку на раскройку этой кровати. Если кто-то захочет, можете себе такую же сделать. Она на самом деле вышла совсем недорого. Вот здесь где-то напишем, сколько мы денег в итоге потратили на эту кровать. Но так как у нас нет здесь реечного дна, нам нужно было поставить какой-то очень эргономичный матрас. Матрас здесь у нас Blue Sleep. Это реально классный матрас, у меня точно такой же дома стоит. Он интересен тем, что на нем можно спать в разных местах, и когда кто-то просто прыгает на одной части, второму человеку вообще ничего не ощущается, просто даже незаметно. То есть этот вот эффект, когда один переворачивается, и все по кругу начинают переворачиваться, этого эффекта здесь нет. Я, например, раньше не парился за это, у меня был просто мягкий матрас, но когда появился ребенок, ребенок лежит между нами, я ложусь, матрас проминается, и ребенок скатывается ровно под меня. А сейчас вот с этим матрасом у меня дома сейчас вообще проблем нет, я ложусь, и ребенок лежит на ровной поверхности и даже не чувствует, что я лег. Все покрывалки и подушечки мы тоже взяли в Лариду. Вот эти вот подушечки, они вообще самодельные. Ну, да. Это Света сшила сама. Вот эти помпушечки мы срезали с вот той корзины, которая сделана из водного гиацинта, потому что вот они не вот, особо... Вот там вот, смотрите, есть вот эта вот корзина. Она тоже была с Ларидут, но у нее были помпушечки. Они мне не понравились, и я их попросил срезать, и Света их просто пришила к подушкам. Получилось классно. Писались. Слева у нас тут стоит такой вот пуфик, он мягкий. Он специально по высоте такой, чтобы закрывал розеточки. И ночью можно будет просто класть сюда айфончик, заряжать его без проблем. А вот справа у нас стоит столик. Самое главное, что на этом столике есть, здесь есть свет. Это очень важно, когда у тебя есть маленький ребенок. Когда маленький ребенок, надо просто, когда он проснулся ночью, нужно что-нибудь включить не сильно яркое. Мы здесь специально не делали никакого изголовья, чтобы вот этот вот весь такой лук минималистичный оставить, чтобы ничего не завешивать, не заставлять, чтобы было максимально вот свободно. Ну, потому что, пожив здесь, в этом интерьере какое-то время, я поняла, что я не готова вообще что-либо вешать на стены. Единственное, что мы здесь поставили, это двери. Потому что без них было, конечно же, не совсем, наверное, правильно, уютно. Ну, правильно, дети просто прибегали, открывали. прибегали просто, и все. Ну, а сейчас хотя бы есть какое-то препятствие в виде дверей. Да, мы сейчас еще поставим сюда
закрывашку, чтобы можно было полностью закрыться, и никто не помешал, значит, родителям тоже иногда нужно что-то делать. Эти двери тоже сделали просто из того, что было. Да, это жалюзийные двери, причем стоимость 1000 рублей за штуку, и прикрепленные на рейки обычными какими-то петлями. Одна дверка 1000 рублей, одна рейка 50 рублей. рублей. Вот так вот пам-пам, и у тебя двери. Покрашены они такой же морилкой, как вот здесь сверху, потолок и вообще все примерно вот в тот же цвет. Ссылочку мы на нее тоже оставим, чтобы у вас был и цвет, и все, чтобы вы могли, в принципе, такой же цвет сделать. Ссылочки на все, на те коврики, стульчики, кресла и так далее, на все, и ссылочки я оставлю в описании. Пробуйте, если кому-то что-то понравилось, берите себе на вооружение. Пишите, как вам все понравилось. Ну, пишите только, как понравилось. Будет читать все-таки Света. Ставьте лайки и пока-пока. Миша, огромное тебе спасибо. Тебе и всей твоей творческой, талантливой, яркой команде. Во-первых, спасибо за то, что именно наша спальня попала в этот проект. То, что я была вовлечена во все процессы, начиная от подбора мебели, декора, заканчивая созданием кровати, это прям чистый кайф, и я тебе за это очень благодарна. Спасибо. Да, наше пространство просто сейчас оказалось намного функциональнее, просторнее, умиротвореннее. Наверное, участие в этом проекте я воспринимаю как подарок. Потому что по-другому, наверное, очень сложно это назвать. И мы не привыкли к таким подаркам и очень ценим то, что ты для нас сделал. Всей нашей семьи. Большой. Спасибо тебе. Вот такое огромнейшее. Вот. Но и Вова, ты просто крут. С тобой так комфортно, с тобой так спокойно и уверенно. Ты даже себе не представляешь. Все, Миш, спасибо тебе еще раз и надеюсь, до новых встреч.